Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 26 марта. Поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, а также уделим внимание тому, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, а в комментарии пропишите обязательно следующую волшебную фразу, и Вселенная это обязательно приумножит в вашей жизни. Итак, следующая фраза. Я вижу себя, пишите ваше имя, окруженным изобилием и процветанием. Я открыта для принятия денег в свою жизнь. Еще раз, я вижу себя, обязательно ваше имя прописывайте, окруженным изобилием и процветанием. Я открыта для принятия денег в свою жизнь. Итак, друзья, 26 марта – это день, когда православная церковь посвящает памяти святителю Никифору. Это был патриарх Константинопольский. Этот выдающийся деятель родился в непростое для церкви время и внес значительный вклад в ее историю. Никифор начал свой путь как сановник при дворе византийской императрицы. Его ум, мудрость и верность принципам христианства привлекли внимание, и он был избран на патриарший престол после смерти патриарха Тарасия в 806 году. Святитель Никифор был страстным защитником иконопочитания в период иконоборчества, когда христианским иконам угрожало уничтожение. Его решительность и принципиальность привели к тому, что он был сослан в монастырь святого Федора за свою веру. Жизнь святителя Никифора напоминает о важности отстаивания своих убеждений и верности своим принципам в лице испытаний и бедствий. Его преданность иконопочитанию остается вдохновляющим примером для верующих и призывом к верности своим духовным убеждениям. Мощи святителя Никифора были обретены нетленными после его смерти, и его память почитается верующими до сих пор. Его жизнь и деяния служат источником вдохновения для многих христиан, напоминая о необходимости бороться за свою веру и истину в мире, где ценности христианства могут подвергаться испытаниям. А также обращаем ваше внимание, что 26 марта – это вторник второй недели Великого Поста, и он остается важным временем для православных верующих. В отличие от первой и последней недели, эта неделя не так строга, но все же предполагает соблюдение поста в течение дня, если нет, конечно же, медицинских противопоказаний. Согласно церковным правилам, во время этой недели верующим разрешается употреблять горячую пищу, однако без добавления растительного масла. Это значит, что приготовленные блюда могут быть вареными или жареными, но без использования масла в процессе готовки. Кроме того, в этот период Великого Поста придерживаются строгого отказа от продуктов животного происхождения, включая мясо, молоко, яйца и рыбу. Это связано с тем, чтобы соблюдать пост и отказаться от излишеств во время подготовки к празднику Пасхи. Ну а в народном календаре этот день назвали Никифоров день или просто Никифор. Этот день имеет особое значение для предсказания погоды на ближайшее время, и наши предки поэтому не определяли, какой же будет урожай в текущем году. Согласно народным приметам, погода 26 марта могла дать представление о том, каким будет погода и климат в ближайшем будущем. Народные наблюдения за погодными условиями в этот день часто рассматривались как некий индикатор для прогноза природных явлений в последующие дни и недели. Кроме того, 26 марта считался временем, когда наши предки пытались предсказать урожайность в текущем году. Народные приметы утверждали, что погода в этот день, а также наблюдения за растениями и животными могут дать представление о том, будет ли хороший или плохой урожай в наступающем сезоне.
С наступлением Никифорова дня весна, словно внушенная магия, начинала приветствовать природу во всей своей красе. Солнце, словно облеченное в золотую ткань, становилось все более ярким и сильным, распространяя тепло своего лучистого обаяния и тающегося снега. В этот день приходилось уникальное явление, когда тропинки и дорожки, протаренные зимними метелями и скованные льдом, начинали постепенно освобождаться от своих холодных оков. Они словно преображались, чернея под солнечными лучами, готовясь принять первые шаги встречи с весенними прогулками и восхищенными взглядами путников. И рыбаки, вдохновленными этими природными метаморфозами, с нетерпением отправлялись на промысел. Последние льдины, еще упорно, которые держались на поверхности рек и озер, становились местом богатого улова. Окунь, плотва, язь – все они, словно предчувствуя приближения весны, активизировались и охотно клевали на наживку рыболовов. С наступлением этого дня, 26 марта, природа пробуждалась от своего зимнего сна, и медведь, как символ силы и величия леса, начинал ворочаться в своей берлоге, готовясь к пробуждению. В народных поверьях медведь занимал особое место. Его рассматривали как человека-оборотня, способного превращаться из человека в зверя и обратно. Легенды утверждали, что медведь родился от необычного союза женщины и лесного зверя, а также считалось, что он может быть человеком, превращенным в зверя злым магом. Медведь, несмотря на свою силу и мощь, известен своим предпочтением молодого овса и меда. Собаки не испытывали страха перед ним и лаяли на него, рассматривая его как человека. В древние времена случались случаи, когда под шкурой убитого медведя обнаруживали мужчину или даже женщину. Медведь также считался и первым друга лешего, существа, которого властвовал над лесом. Пастухи стремились поддерживать дружеские отношения с медведем, чтобы он не носил вреда домашнему скоту. Поверья утверждали, что медведь обладает магической силой, которая может защитить от злых духов, лихорадок и болезней, одолевших село. Для усмирения разъяренного домового обводили медведя вокруг двора, а его голова, висящая на конюшне, служила защитой лошадей от вреда. В Никифоров день, который приходится на 26 марта, существовало множество обычаев и народных примет, которые были связаны с природой и поведением людей. Одним из таких обычаев была рыбалка. В этот день считалось, что рыба клюет особенно хорошо, приводя к обильному улову. Поверье гласило, что количество пойманной рыбы прямо пропорционально будущему достатку, гармонии и здоровью в жизни человека. 26 марта в Никифоров день считается особенным временем, когда вода приобретает целебные свойства согласно народным приметам. В этот день вера в воду как мощное средство для оздоровления и защиты была особенно сильна. Плавание в бассейне рассматривалось как эффективный способ укрепления здоровья и поддержания баланса тела и души. Считалось, что вода в Никифоров день 26 марта обладает особыми целебными свойствами, способными очистить организм от токсинов, укрепить иммунную систему и оздоровить кожу. Плавание в этот день рассматривалось как способ очищения энергетического поля человека и усиления его внутренних сил. Кроме того, вода символизировала жизнь, обновление и возрождение, что делало ее особенно ценной в этот период. Плавание в бассейне в Никифоров день рассматривался как ритуал, который способствовал обновлению и оздоровлению всего организма, а также привлечению благополучия и гармонии в жизнь. Кроме того, в Никифоров день женщинам рекомендовалось использовать воду для защиты своей семьи. По народным поверьям, вода в этот день приобретала целебные свойства. Помыв пол в доме такой вот водичкой, люди считали, что они обеспечивают защиту от болезней и недугов на протяжении всего года. Такие обычаи и советы являлись частью народной мудрости, передаваемой из поколения в поколение, и до сих пор вызывали интерес и внимание.
Никифоров день, отмечаемый 26 марта, был особенным для наших предков. Этот день они начинали с посещения церквей, где молились и возносили молитвы, чтобы отдать дань уважения святому великомученику Никифору. Святой Никифор считался покровителем тех, кто нуждался в защите и поддержке в трудные времена, поэтому люди обращались к нему за помощью и поддержкой во всех своих начинаниях. Особенно часто святому Никифору молились, когда кто-то из родственников или близких людей тяжело болел. Верующие просили его о благословении и исцелении для своих близких, надеясь на его милость и вмешательство перед Богом. Что же нельзя было делать 26 марта по народным приметам, традициям, обрядам и обычаям? Давайте, друзья, будем разбираться и в этом важном вопросе. Дело в том, что в Никифоров день не следовало печь пирожки с начинкой из картошки и угощать ими своих близких и родных людей. По мнению наших предков, эта выпечка могла привлечь в дом несчастье и даже смерть, поэтому было рекомендовано выбирать другие начинки для пирожков, чтобы избежать нежелательных последствий. Также в этот день было запрещено вредить растениям и деревьям. Ломать ветки, обдирать кору или вырывать растения с корнями могло привести к неприятностям и бедам для всей семьи. Согласно народным приметам, такие действия могли накликать беду на весь род. Одним из таких запретов состоял в том, что в этот день не рекомендовалось брать в руки острые, колющие или другие ранящие предметы. По поверьям, тот, кто случайно порежется в этот день, может столкнуться с серьезными испытаниями в будущем. Иногда говорили, что эти испытания могут быть преодолены только через переживание трудностей и испытаний с кровью. Кроме того, в этот день не следовало рассказывать о неприятных, тяжелых снах, которые были увидены в ночь на 26 марта. По народным представлениям, через такие сновидения может было привлечь неприятности и беды, поэтому мудро будет удержаться от обсуждения подобных сновидений и избежать их влияния на будущее. Кроме того, в этот день не стоило посещать могилы умерших родственников. Согласно представлениям, в этот день душам усопших лучше дать отдохнуть, не прерывая их покой многочисленными визитами и угощениями. Вместо этого можно проявить уважение и почтение к умершим, поставив свечу за их упокой в храме или зажечь ее дома. Еще одним нежелательным занятием в Никифоров день считалась охота. В этот день, согласно поверьям, медведь, который принято считать лесным хозяином, часто бродит в окрестностях с лешием, предполагаемым лесным духом. Охота в такой день может привести к неожиданным и опасным встречам с дикой природой, включая медведя, который может быть особенно агрессивным после зимней спячки. Одним из таких запретов было и то, что нельзя было держать пол грязным в доме. И это имело очень такое огромное влияние на будущее семьи. Чем более ухожен и чист был пол, тем больше гармонии и благополучия будет присутствовать в жизни его обитателей. Это древнее поверье связано с идеей, что чистота и порядок в доме способствуют гармонии и позитивным энергиям. Еще одним нежелательным действием в Никифоров день является ношение черных траурных вещей. Дело в том, что это может быть связано с негативными предсказаниями о будущем, а именно, что вскоре придется надеть эти вещи на похороны близкого человека. Такие предположения основаны на древних обычаях и верованиях, связанных с символикой черного цвета и его ассоциациями со скорбью и со слезами. Кроме того, в этот день не стоило стричь косы девочки, которая еще не достигла 14-летнего возраста. Это считалось, что это может повлечь за собой нежелательные изменения в судьбе ребенка. Стрижка косы до определенного возраста считалось, что может нарушить ее жизненный путь и привести к непредвиденным обстоятельствам в будущем. Однако для взрослых данное поверье не распространялось, и они могли стричь волосы
вопросы без опасения. Еще одним запретом ников день является просьба у кого-либо взаймы соли и сахара. Такие действия могут стать причиной возникновения семейных проблем. Это было обычно связано с тем, что займы могут нарушить гармонию и взаимоотношения в семье, привлечь конфликты и разногласия между членами семьи. Люди, родившиеся 26 марта, отличаются добротой, миролюбием и покладистым характером. Благодаря своему уравновешенному характеру они способны создавать вокруг себя атмосферу гармонии и уюта, особенно в семейной обстановке. Им важно, чтобы их близкие чувствовали себя защищенными и любимыми, поэтому они уделяют особое внимание своему домашнему очагу и окружают его заботой. Кроме того, считается, что люди, родившиеся 26 марта, суждено прожить долгую и спокойную жизнь, благополучную как в личной, так и в профессиональной сфере. Они способны находить радость и удовлетворение в простых вещах. Они ценят гармонию и стабильность. Их миролюбивый характер помогает им избегать конфликтов и находить пути к согласию и компромиссам. А вот талисманом для людей, которые родились 26 марта, является топаз. Этот драгоценный камень ассоциируется с благополучием, успехом и душевным спокойствием. Но помимо материальных атрибутов, топаз символизирует также искренность, верность и защиту. Носить топаз в качестве талисмана поможет вам сохранить внутренний баланс, привлечь удачу и защититься от негативных воздействий окружающего мира. Друзья, но прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях напишите следующую волшебную фразу: «Я вижу себя», ваше имя полное, окруженным изобилием и процветанием. «Я открыта для принятия денег в свою жизнь». Истинно да будет так. Пусть это вернется вам в приумноженном виде от Вселенной. Прописывайте, не ленитесь. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.